Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, методы вечной жизни. В данной теме я показываю, каким образом технологически, просто объективизированно подходить к тому, что человек, который поставил задачу именно вечного развития, что он должен делать на уровне прагматических технологий. И в связи с этим задача здесь достаточно простая. Нужно разбить алгоритм действий на уровень существующих задач, на уровень основы, то есть на чем происходит действие, и, соответственно, создавать прогнозную фазу управления, то есть стараться, кроме того, что есть некие фазы, например, абсолютного прогноза, уметь в динамике создавать собственное будущее, исходя из целей идеологических, например, макроспособных, и, соответственно, решая частные задачи. Поэтому в данном случае именно методологическая база, она имеет часто такое существенное значение, когда мы должны что-то делать конкретное именно с точки зрения именно этого действия, обеспечения, системного обеспечения вечного развития человека. Значит, в первую очередь необходимо здесь рассматривать то, что сама системность вечного развития – это фундаментальный закон природы, так скажем. С точки зрения Бога, любая системная структура в природе, она практически имеет статус вечной жизни в определенном уровне, восприятия человека в том числе. И поэтому мы говорим больше о том, что структура вечного развития выявляется в любой, в общем-то, внешней среде управления. То есть не только в виде задачи, например, а мы рассматриваем такое действие, как действие того, что мы распознаем, в том числе, систему вечного развития в любом объекте информации, то есть в любой вообще информационной среде. В связи с этим получается, что основным элементом концентрации действий, то есть это метод управления здесь будет следующий, что в этом, так скажем, в первом методе управления по данной технологии именно связано именно с методологией, с методами вечного развития, вечной жизни. Необходимо рассмотреть, прежде всего, концентрацию как идущую от вас управление, некий управляющий импульс или управляющая среда, так и системные какие-то управляющие системы, так скажем, где вечность соприкасается с уровнем ваших действий. То есть вы рассматриваете фактически себя на расстоянии некого геометрического от тела. И здесь рассматриваете как ваши личные задачи, как систему, например, каких-то внешних действий, то есть действий других людей, так и внешнее это вечное свечение. Вот как, например, Бог определяет или создает вечность своего развития, это с точки зрения логики он все равно вечен, то есть ему, получается, и по существу он вечен, ему нужно просто создавать то, что считается именно развитием, создавать динамику действий. Значит, первый метод управления – это создание динамики в действии. И для этого нужно создать динамику такую, которая бы опознавала, во-первых, окружающие систему управления, очень жесткую линейную фактически структуру будущего развития. То есть концептуально, так скажем, в виде идеологии система вечного развития это достаточно вообще должна быть стандартная процедура. Она есть на уровне некого такого автоматизма действия тела человека. У человека есть уровень вечного развития, просто он не всегда с ним соприкасается. Либо он его, например, не воспринимает постоянно, или часто, может быть, он не держит в памяти эту структуру знаний. А вообще говоря, человек периодически проходит через эту систему развития, где его физическое тело обретает статус вечности. В таком режиме, клеточного даже развития. И на уровне этих микропроцессов, которые происходят у человека, видно, где этот даже межклеточный уровень реализует структуру вечного развития. Например, если взять искру между двумя жесткими камнями, организовать от трения камней, или взять два кристалла и организовать просто свет, некую искру света, то получается, что жесткие системы, которые не являются в этом плане искрой, так скажем, в плане, даже восприятия этих систем, то есть разная природа на физическом уровне,
то эта искра на самом деле информация достаточно динамичная, быстрая, но которая содержит информацию или о кристаллах, или о камнях, из которых там высекается искра. То есть получается, если мы о камнях берем эту информацию через как бы мимолетное такое явление, как искра, да, огня, например, то получается, что мы можем взять информацию, либо рассмотрев этот процесс, удар камня о камень, либо войдя в прошлое и вот эту динамику вытащив в виде статики действия, то есть вот эту искру, и уже дальше, как следствие, посмотреть о существовании камней. То есть вот в технологии управления методом именно вечной жизни, вечного развития, где вы создаете динамику, вот именно выделение, там, скажем, достаточно быстрой части управления, даже не очень там быстрой, а достаточно быстрой части управления, значит, это есть, в общем-то, специальная технология, которая рассчитана на то, что вы должны понять, что происходит за динамика. То есть вот эти два камня — это статика, искра — это, например, динамика. Вы должны фактически увидеть статичную область. То есть проще всего понять, что искра высечена из камня, что даже если камни уже разделены, это видеть сами камни. Или если свет проходит через кристалл, видеть сами кристаллы. И знать, что именно преобразование прошло через данный кристалл. И мы видим свет уже измененным, да, через кристалл. Получается, следующий метод вечного развития, вечной жизни — это значит, обретение некой статики восприятия, то есть воспринимать фундаментальную структуру, стоящую за неким динамичным действием. И следующий метод управления — это воспринимать локально эти структуры статичные. То есть кристаллы, например, эти кристаллы локальные, то есть не некая там всеобщая среда бесконечная, а именно должна быть форма управления, то есть перевод формы. Отсюда вытекает определенная аксиома в этих действиях, что именно выделение формы — это первый как бы признак устойчивости. И технология выделения формы носит как характер, как я показал в ваших личных действиях, так и вы видите, что тогда проецируется извне. Например, зачем, если так вот рассматривать с точки зрения вопроса, зачем Бог создал там, человеку тело, да, например, но ведь именно проекция внешняя на фиксированную стену, такую как тело, позволяет знать следственную часть. То есть развитие знаний состоит именно в том, что внешняя информация попадает на физическое тело, на как бы, стационарную часть, статичную, то есть, с точки зрения как бы, всех процессов информации, которые как бы, макродинамичны, да, так скажем. И отсюда человек может знать все, как следствие его работы, что ли, по вот этим импульсам внешней информации, ну, как бы наоборот, он может проследить, какой импульс информации на него падает, и, соответственно, работать по нему. Здесь получается, что в этой вот модели управления именно такой аксиоматический уровень появляется, что мы должны обязательно видеть какие-то фиксированные системы. И вот когда мы рассматриваем, то здесь как раз таки первым уровнем на уровне управления по тому плану, как делает Бог, именно возникает вот именно создание тела человека. То есть для чего он создал тело человека таким, например, да? Ведь в принципе есть как бы общая система восприятия или действия, что тело наиболее оптимально отражает гармонию в мире, как бы внутренние и внешние процессы. Ну, поэтому такая форма. То есть форма возникает от задачи и от информации. То есть она как бы единственная получается. В принципе, эта форма человека действительно она единственная в плане именно гармоничного сочетания с точки зрения вечного развития. Но если задуматься над технологией, вот когда человек делает какую-то технологию, он может не всегда, предположим, контролировать все макропроцессы, которые касаются бесконечного развития там, созданного там, какого-то объекта информации. И часто это не нужно, да, считается. Вот чтобы передать знания, Бог должен был сделать что-то подобное, а на самом деле обладая практически всеми знаниями. То есть он должен суметь воспринять свое собственное знание как новое. И вот когда, например, он начинает воспринимать знание как новое, он создает фактор новизны. То есть следующая аксиома развития в технологиях вечного развития и одновременно как бы, перерастающая эта технология именно в метод
что создание новизны восприятия. Вот одну и ту же картину вы можете видеть обычным образом, а можно воспринять как новую картину, да? То есть именно через волну новизны. Хотя пейзаж может быть один и тот же, например, природный пейзаж. Вот у вас давно знакомая улица, вы по ней там ходите, например, 10 лет, но в какой-то момент вы можете создать новизну. И, кстати, в момент создания новизны идет обновление структуры организма. То есть организм фактически возвращается к информации к уровню более раннего восприятия. Значит, в технологиях вечной жизни необходимо часто омолаживаться фактически, да, или там, можно так даже назвать, юстироваться, что ли, с точки зрения того, что как вот в сложных системах именно ориентация на стабильное состояние — это и есть норма. Как вот человек может знать, что он там вечно развивается? Он должен очень четко понимать, что он может входить в исходное состояние, когда там у него была, например, норма. Многие люди все время имеют норму, например, да, тогда получается здесь выделение просто каких-то участков специально. То есть человек, элементарное действие, человек берет фотографию, он там вспоминает, тогда была норма, он входит в эту сцену, берет эту волну. Но вот здесь вот именно привлечение новизны восприятия. Это специальная технология, особенно в работе с фотосистемой, потому что фотоизображение отличается тем, что как только есть фотография, накапливаются события внешней реальности, как внешний пласт информации, и вот нужно еще пройти в подсистему, к самой физической среде фотографии, о которой называется. И получается, что когда к фотографии подходит управление, то получается новизна — это достаточно сложная система для такой простой вещи, как фотография. Лучше работать через мыслеформы и восприятие каких-то сюжетов природной среды, статичных сюжетов. Лес, какая-то дорога, например, и так далее. И когда вы начинаете уже переходить дальше, например, у вас есть технология неких концептуальных действий в виде, в принципе, методов действий. И вам нужно обеспечить бесконечное развитие себе сразу. То есть в вечном развитии задача именно вечного в прямом понимании, в годах, в пространстве. Развитие этой задачи стоит как фактологическая задача. И вы вынуждены фактически периодически обращать на это внимание. То есть вы делаете какое-то действие, а при этом, при всем, если вы ставите задачу вечного развития, и вы про нее, например, в какой момент вспомнили, то возникает уже следующая, другая задача. То есть за системой неких бытовых действий или даже управляющих действий, ведь часто бытовое, оно никак не отделено от системы какого-то даже сверхсильного управления, потому что с точки зрения Бога все процессы равны. И управление, например, телом, физическим, то есть то, что вы делаете, даже ориентацией тела, движением, это тоже есть управление. Поэтому, если вдуматься во внутренний смысл любого действия, то все действия равны по счету именно бесконечного развития. Вот когда все равно, да, именно равно с точки зрения равенства, а не, например, все равно как таковое, то получается, что именно когда мы имеем бесконечные действия, бесконечная среда, она все уравнивает. И получается, что уровень, например, действия Бога, когда единый разовый импульс Бога, это есть бесконечный импульс, поэтому понятно, что перед Богом все равны. Даже логичный уровень оптических систем восприятия, модельных систем оптического плана. И получается, что когда мы, исходя из действия такого, что мы уравниваем систему, мы можем уже дальше смотреть, как вообще регулировать внешнюю бесконечную среду. То есть следующий метод работы в технологиях вечного развития — это регулирование вечной среды за счет мгновенного восприятия любого сегмента внешней среды. Так метод называется, так он и делается. Значит, берете, направляете свой взор в любую систему, макросистему, какое-то звездное небо, и первый же импульс, который вы отсюда принимаете, иногда же некий отрыв существует, даже звук в тонком слухе, вырывание среды или сопутствующая скорость, да, некого ветра. Это и есть метод достаточный, вам достаточно только первый импульс воспринять, и все. Ведь с точки зрения бесконечности существование физического тела — это тоже некий элемент света, мощного света, в какой-то момент, да, разовый такой
уровень, но он идущий из бесконечности, значит он бесконечный. Вот сочетание дискретного, разового как бы действия и бесконечного в плане духовного развития. Дух воспринимает и как действие света, идущее к вам, и как ваше, например, длительное развитие физического тела. И здесь возникает следующий метод вечной жизни, что нужно уметь создавать структуру духовного развития, исходя из предшествующего действия. То есть создавать интерес, что ли, духовного развития с точки зрения, там, например, физического тела. Дух может развиваться и так, например, интересно, да, там, бесконечно воспринимать нужно бесконечное развитие духа, а вот с точки зрения физического тела, как должен развиваться дух, как должно развиваться сознание человека. То есть метод заключается в том, что вы берете и как бы объединяете факторы развития под задачи физического тела. Дух реализовывается именно задачей физического тела. Сначала реализовывается структура информации в вашем восприятии, например, вашего физического тела. Кстати, также можно, естественно, работать с физическим телом любого другого человека. А дальше уже идет уровень духовного посыла, то есть вы видите, как работает ваш дух, видите, как работает душа, и вот здесь возникает уже элемент волевого управления. Вот здесь вот воля, то есть сформированный импульс через вашу волю, он начинает выводить управление во все более дальний горизонт. И на определенном уровне вы понимаете, что импульс, который идет от вас, или вы его создаете, или просто воспринимаете, можно назвать, понимаете, да? Хотя в более точном уровне это именно воспринять нужно, именно восприятие, это и есть, в принципе, достаточное условие. И вот когда вы начинаете воспринимать импульс, идущий от вот этой сверхпространства вокруг физического тела, то, в принципе, вы себе создаете реальность, которая точно устойчива. И вот тогда дальше возникает вопрос часто, либо эту реальность рассматривать, надо как бы детализировать, надо следующие импульсы выводить, но так как вы все равно можете знать свой прогноз там, бесконечное будущее, и вам, в общем-то, может быть неинтересен там какой-то единственный импульс, или все-таки действовать путем просто следующего действия. Вот методика действия путем следующего действия – это тот уровень управления, который возникает следующий. Просто на всего следующая информация. Кстати, это мощный уровень целительского типа, потому что следующая информация, именно такой дискретный переход, не путем там причинно-следственности, а просто вы входите в следующую информацию. Он позволяет человеку иметь шанс, как бы, возможность, да, в следующем уровне быть здоровым. То есть процесс, собственно говоря, лечения, да, не заключается в том, что вы что-то там в прямом понимании лечите или там находите причину или там какое-то следствие заболевания, а просто-навсего вы входите в систему ожидания того, что человек уже здоров, и наблюдаете на каком-то третьем зрении, так скажем, на уровне отдаленного участка сознания, как проактивный фаз, как человек к этому двигается, фактически вы ускоряете где-то время, где-то замедляете, как бы координируете всю систему пространства, не воспринимая все сигналы обзора. Просто на определенном уровне воспринимаете, как человек двигается в сторону выздоровления. Вот как только он появляется в этой фазе, вы берете и реализуете фактор новизны и фиксируете его в этой фазе здесь все. Вы восприняли новую информацию, что он здоров. Больше мы ничего не делали. И, кстати, вот этот элемент часто мгновенного оздоровления. Вот эта технология удобна в этом. И вот следующий метод, естественно, относится к системе оздоровления человека, да, самого себя, других в том числе. И часто это одновременный процесс, и даже люди не различаются. Они с кем-то работают, конечно, позитивный уровень мастерства приходит к ним, или наоборот, работают с своей информацией, они набирают опыт для работы с другими. И вот этот уровень, например, именно некого такого, что ли, часто мгновенного действия, то есть волна, которая идет от уровня как бы бесконечного развития и проходит через структуру всех предшествующих знаний, реализовывает то, что, значит, для движения, скажем, в здоровом физическом теле человеку необходимо работать по здоровью, своему в том числе, получается, и одновременно работать со всеми людьми. То есть мгновенная система, позволяющая в следующей информации воспринимать
собственное здоровое физическое тело. И это, кстати, достаточно хорошая система управления в сложных ситуациях. Например, человеку нужно что-то обязательно сделать. Например, ему надо пройти, бытовая такая ситуация, какой-то участок пути, никаких вроде бы проблем нет, но какие-то затемненные там подъезды, тротуары и так далее. И он думает, а вот что может быть, да, например, как ему пройти этот участок нормально, скажем. Как обычный управленец, он должен, соответственно, лучше всего знать, что там будет впереди. Значит, но в принципе, в любом случае он должен себе обеспечить структуру нормы. Значит, если ему там некогда отсматривать себя, он должен хотя бы структуру нормы обеспечить себе. Тогда получается вот этот уровень выхода в следующую информацию, где вы просто в норме, как бы в целом, да, вы это воспринимаете, позволяет спокойно идти в любом месте, то есть проходить какой-то участок. И вот эта структура нормы, то есть работа со здоровьем, часто это уровень реализуется просто как управляющий основе, то есть вы видите ситуацию и одновременно работаете просто с какими-то вашими делами, любыми другими, управлением, там, реально, в плане как бы физической реальности. И здесь именно структура такая, что на определенном уровне, что работа с физической реальностью, да, что с информативной реальностью, это обозначается как бы одним словом, как бы, реальность действия, да, реальность выполненного действия. Ведь в информативном плане управление еще стоит до уровня выраженной реальности. То есть управление часто более мощное, более сильное, нежели работать на уровне каких-то других, например, физических систем, в плане какого-то действия, что именно через физические системы проходит действие. Например, нужно сделать телефонный звонок, чтобы что-то реализовалось, но часто лучше бывает входить в управление более начально, чем любая реальность действий, получать из управляющего статуса. Все-таки корневым является управляющий статус. И основной смысл реальности – это синхронное развитие с Богом, то есть когда вы начинаете видеть взаимодействие с Богом на уровне, например, единения чувственного уровня управления всех людей, причем интеллектуального какого-то уровня развития. И когда мы рассматриваем именно интеллектуальное развитие, предположим, на уровне следующей системы, то есть интеллект-системы, наращивается от того, что вы сами можете привнести в систему какие-то действия, да, выраженные вашей целью, то возникает следующий метод управления, что набор вообще самих методик, например, да, различных в структуре вечного развития, должен все-таки приходить к тому, что вы должны, самое главное, развить духовные свои собственные возможности, или возможности души, естественно, физического тела, само собой, да, в плане именно вечного развития, то основным фактором такой методологической базы является все-таки совокупное, именно гармоничное развитие структуры, ситуации. Вот, как я сказал, если человек проходит какой-то участок, ему нужно работать одновременно с собой, то в большей степени часто имеет значение работа на духовном уровне, то есть работа с информацией по текущей задаче. Потому что в этом случае он решает задачу, которая относится часто к задачам будущего. Как правило, значит, он решает задачу завтрашнего дня. Если он в этот момент решает задачу завтрашнего дня, то он, естественно, пройдет этот участок. Потому что свет решаемой задачи, получается, его освещает и создает ему благоприятное будущее. То есть не обязательно все время заниматься детальным каким-то контролем. Только в случае, если некая специальная ситуация, есть смысл заниматься осмотром физических событий или информативных вокруг себя. Да? А в принципе достаточно часто решать задачу какую-то, то есть работать просто на уровне элементов сознания. И чем интенсивнее вы решаете эту задачу, часто тем благоприятнее события. Естественно, тот, кто решает задачу по макроспасению, тот, значит, имеет наибольшую концентрацию, значит, ему часто, может быть, и не следует детально обращать внимание на какие-то нюансы, потому что он четко понимает, что в бесконечном будущем он спокойно развивается. Такое сознание реализовывается у людей, которые часто просто знакомы с информацией.
То есть они не обязательно, предположим, как бы начинают это испытывать, что ли, на какой-то практике. Они просто понимают, что раз такая информация есть, значит это правда и на уровне логики, и на уровне там, желания развиваться бесконечно, и как бы по фундаментальному уровню вообще мира. Потому что в мире именно элемент вечного развития дает возможность полностью там, раскрыться всем системам, которые заложены, да, в структуру мира. Например, да, человек захотел познать бесконечное развитие вакуума. Как он сможет познать? Он должен, значит, быть бесконечным. Если даже он наблюдает в кислородной среде. То есть, в принципе, структура такая, что он вынужден наблюдать в кислородной среде, он должен дышать, а при этом, значит, логическая просто там, что ли, модель возникает, задача. Значит, как он может получить ответ на все вопросы? Только если он бесконечно живет. Получается, что исходя из этого фактора, у человека существуют некие духовные системы логического типа, которая распространяет его действия в бесконечность. Вот достаточно сказать такую фразу, что для познания там, истины, даже какой-то одной среды, нужно бесконечное развитие, человек начинает развиваться в бесконечности. То есть, получается, он от себя формирует бесконечность в этом случае. А ведь задача, как я сказал, всего лишь познание. Я взял просто вакуум, вообще как бы пустоту получается. И, например, захотел познать, как развивается там кусок вакуума или возле Луны. Ну, при этом я захотел познать досконально. Вот вообще со всеми следствиями, там, последствиями. Или вообще вакуум как таковой, пусть там кусок галактики. Вакуум, как он вообще, что с ним будет там через миллиарды лет? Задача вообще, ну, может быть, она не такая интересная там, с точки зрения логики, но кому-то она, например, интересна. Например, можно интерес сформировать, как вообще в вакууме там что-то держится, какие-то планеты и так далее. Что вообще это такое, да, в принципе? Значит, и начинать заниматься исследованием этого процесса, и сразу возникает же первый элемент, что можно найти все ответы при условии там, вечной именно жизни самого объекта исследования, то есть человека. Кто занимается исследованием? Тогда, значит, получается, чтобы мне найти хотя бы один фундаментальный ответ, ну, простейшую задачу просто пустота, вакуум, значит, уже требуется бесконечное развитие. И таким образом я начинаю, например, строить позиции дальнейшего управления. То есть я, закрепив логически как бы, необходимость, да, задачи своего развития, начинаю уже смотреть, а что если вдруг я захочу там клетку изучить какого-нибудь человека, тогда вообще не просто бесконечность, а надо еще и интенсивная какая-то бесконечность должна быть. И получается, что как бы вот этот переход, значит, в познании от одного элемента к другому, а Бог всех создал равными и дал равные возможности в исследовании любого процесса. То есть нельзя сказать, что существует глупый человек там или не глупый. С точки зрения Бога у всех инструмент исследования один и тот же. Все способны познать то, что, например, там, показывает Бог, да, в плане единого действия. То есть у каждого элемента бесконечного развития, вообще говоря, развит одинаково. То есть либо кто-то это хочет делать, либо кто-то не хочет. И поэтому вот формирование, именно формирование интереса, да, это вот следующий метод вечной жизни, это формирование интереса действия, или там, значимости, или необходимости действия с точки зрения бесконечного развития и получения именно бесконечного субстрата знаний по каждому объекту информации. Вот все, когда объекты разные, а нам нужно сделать, чтобы информация по каждому объекту была одинакова, значит, мы должны сделать простой прием применить. Как делает Бог? Он берет и к каждому элементу прикладывает бесконечный элемент знаний. То есть мы опять получаем бесконечность. Бесконечное познание. Сюда же входит собственная бесконечная жизнь. Значит, получается, мы в информации находим как бы себя, да, вот во всей этой информации, где мы там вообще в бесконечном развитии, в динамической имеется в виду фазе информации. Как я сказал, законом, именно методом вечного развития является именно динамика, создание динамики. А динамика это некие такие движения там, информации. И вот нам нужно еще найти, где наш сегмент информации, где наша жизнь, там, личная жизнь человека. И вот именно здесь, именно в сочетании совершенно разных факторов, где жизнь человека определяет внешнюю систему,
мы находим, ну, скажем, элементы или там сущность, или даже точную достаточно уверенность именно с точки зрения вечного развития в своих действиях. И это действие и означает жизнь человека именно как бы в информативном, что ли, пространстве-временном, там, бесконечном проявлении. Текущего в данный момент жизнь. И если, значит, ну, задаться вопросом, как вообще она выглядит с точки зрения логики. Информация, как вообще выглядит жизнь человека. Просто информация о жизни человека. Как можно ее визуализировать, например, да? Событийная картина понятна, что из себя это представляет. Вопрос такой, что ведь мы создаем каждому элементу бесконечность с точки зрения психологии, как Бог показывает. Значит, поэтому элемент бесконечности может быть любой. Вот взяли там 3 объекта любых информации и присовокупили какие-то бесконечные элементы. Получилось 3 бесконечных элемента и, например, там, в виде сферы. Да? Кстати, тоже бесконечного типа. То есть мы можем визуализировать сферу, а дальше она имеет бесконечный статус. Как бы она начинает увеличиваться бесконечно, как только мы пытаемся ее обогнуть. То есть взяли и придумали технологию, например, такого типа. Кстати, в реальности на уровне там, первого плана управления, как первый импульс, так как правило, так себя и ведут объекты информации. И первый импульс — это вот первое восприятие, мы можем посмотреть, что будет за этим восприятием, например. То есть какой будет следующий. И тогда можно понять, что объект как бы сам по себе развивается, сфера уходит в бесконечное развитие. И дальше уже возникает сама реальность, но сфера сама не визуализируется. И вот понятие самой жизни, которое вот что можно присовокупить? Ведь я поставил задачу найти жизнь в информации. Значит, мы должны видеть в структуре жизни, а это бесконечное количество элементов, и самое главное, что там сам человек. Даже не информация там имеет какое-то значение. Имеет значение сущность человека, и вообще говоря, как тогда она выглядит, опять же, для самого человека. Значит, и получается, что человек приходит к осознанию своей личности, но уже в себе, как бы внутри. Первый импульс, он достаточно своеобразный получает в этом случае. Он получает импульс точного знания о себе, именно с точки зрения такого, ну, значит, естественного, так скажем, вечного развития. И одновременно он попадает на физическое тело. Как только он попадает на физическое тело, возникает уже элемент того, что именно знание нужно передавать физическому телу, своему же собственному. Потому что на информации жизнь так и выглядит. Это естественное бесконечное развитие собственной жизни человека. А вот как отсюда получать знание, это вот с какого-то элемента он взял и получил. И вот первый элемент с этой системы вечного развития, это и есть метод управления в технологиях вечного развития, что как только вы выявляете первый импульс, первую там, систему информации о собственной вечной жизни или просто о жизни как таковой, где она уже является вечной, естественно, в правильном понимании. А дальше это вообще относится ко всем людям. Вот первый импульс, который вы получаете, идущий на вас, то есть к вашему физическому телу, показывает, что импульс вот надо еще правильно довести, чтобы тело восприняло информацию, ну, было как бы образованным, что ли, да, с точки зрения вечного развития. Ведь информация, она везде просто как бы информация и все. Физическая материя тоже определенная информация на уровне информации жизни человека. И физическая материя может как-то принимать информацию внешне или там не принимать. Или создавать какие-то системы познания информации. Поэтому получается, что, ну, как правило, вот отсутствие, значит, именно элементов доступа, этих знаний, и как раз таки приводит тело к тому физически, что люди, например, там начинают стареть или же там иметь какие-то проблемы, например, со здоровьем. Поэтому если человек позиционно правильно себя держит в управлении, то он может не иметь таких проблем со здоровьем. То есть он на информации может быть просто все время здоров и реально, а все, что происходит вокруг него на уровне там, проблем неких там, симптомов, это просто информация, достаточно понять, что это просто информация. Тогда понятно, что по сути это он все время держит статус личности. Тогда, как только он понимает, он и физически становится обычным там, здоровым человеком. То есть он не успевает, например, заболевать, скажем, да,
значит, внешней информации, или с ним не происходит что-то такое негативное, потому что он информацию как бы вовремя воспринимает, и либо он реагирует, либо нет, по его желанию. Но если у него там есть время, он реагирует, если он там, например, там, скажем так, некий такой труженик, который все время реагирует на информацию, то тогда у него, и, кстати, и получается часто более благоприятно, но здесь есть нюансы, ведь личности все равны, опять же, с точки зрения Бога. Значит, получается, Бог должен предоставить технологу, такому, высокого уровня, все-таки где-то равные условия. Человек развивается вечно, он живет там миллиарды лет, например. А появился человек, там, родился через миллиарды лет. Но условия должны быть разные. Как бы изначально, да, чтобы разделить пространство, время там. Но одновременно они должны быть равны с точки зрения вечного развития. То есть технологии в какой-то момент должны технологически уравниваться с теми, кто только начинает управление. И получается, что технолог гарантирует себе вечное развитие, когда он сможет мгновенно практически передать весь ресурс знаний новому элементу сознания, да? Новорожденному, например. То есть фактически это означает создать перед ним всю структуру благоприятного развития, что мы и делаем, да, в управлении. Создаем благоприятный уровень управления по макросмыслу. Просто для всех сразу и все. И получается, тогда понятно, что уравнивание происходит уже потому, что сам человек передает знания. То есть, если человек, например, знания не передает, или он там забыл, или он посчитал несущественным, или просто он не хочет, например. Здесь возникает нюанс. Если вот не хочет, это уже проблема, это все-таки фактор сдерживания. Если человек пытается там скрыть технологии эффективные, например, там, или вообще любые там, на вечном развитии. То есть следующий метод не скрывать эффективных тех, или вообще любых даже, которые как-то могут помочь в вечном развитии именно этих систем. То есть быть открытым для людей, вообще для любых систем мира с точки зрения их тоже вечного развития. Как я сейчас показал, это логический закон. Это даже не задача там, духовного развития, которая сама собой подразумевает быструю передачу всех сознательных знаний, а это логика просто даже. И она, кстати, визуализируется на уровне обычно даже детализации развития. И получается, что как только вы знания уже там передали, да, например, вот дальше вы можете там не обратить внимания, да, или посчитать, что это не такое уж существенное, чтобы там обязательно передать. Так вот, получается, что вы должны четко видеть определенный статус своей личности. На определенном уровне ваша личность все равно передает все практически мгновенно созидательное всем людям. Не только там текущего времени, будущего, даже там, часто прошлого, но правда в этом случае передача идет через будущее время, то есть вы меняете структуру будущего, передавая структуру как бы почти текущего времени, это оно мгновенно становится прошлым. Такой близкий участок к текущему времени. И там миллисекунды, например, да? Вот это вот фрагмент прошлого, то, что наплывает, да? Значит, буквально миллисекунды назад. Вот между этим фрагментом и отдаленным будущим всегда существует ниша бесконечного развития, вечного, устойчивого, гармоничного развития. Потому что в логике человека заложено, что есть норма, и эта норма между миллисекундами и текущим временем всегда сохранена. То есть, чтобы, получается, жить вечно, достаточно детализировать вот эту маленькую границу, как бы, очень маленькую, миллисекунды, и к себе, ближе к телу, да? Или к телу любого другого человека. Вот здесь передача происходит в стыке, то есть в понимании. Вот когда вы понимаете, вы передаете знания всем сразу. Значит, следующий закон вечной жизни. По возможности как можно более шире и глубже понимать процесс действия. То есть то, чем вы занимаетесь. Я не говорю, что это сделать нужно обязательно там, как-то, например, на все 100% там точно, что ли. Вот что есть здесь точность, это тоже не такая определенная величина. Что вообще нужно понимать, да, в этом процессе. Главное понимать сущность с точки зрения вот именно вашей личности. И когда вы начинаете в это тонкое понимание входить, это определенная гармония именно в вечности вашей личности. То есть там вы спокойны, сосредоточены, естественно, не то, что вы напрягаетесь, но есть определенный уровень
понимание, что вы понимаете, ну вот вы едете где-то по улице, какие-то дома, деревья, вы же, соответственно, понимаете, что это такое. Поэтому, естественно, можно все другое понять. Все явления равны в этом мире. Если человек понял хоть что-то одно, он, значит, поймет все. Логический вывод. И, кстати, вывод с точки зрения духа, именно развития даже духа Бога с точки зрения человека. Если человек не поставил задачу, как вообще дух Бога развивается, хотя понятно, что он там бесконечно развит, то вот именно развитие — это понимание следующего элемента, в общем-то, по признаку как бы подобия, что ли. Ведь все явления подобны, если человек что-то понял, значит он поймет все другое. С этой точки зрения, кстати, любая личность может всегда себя довести до уровня просто достаточного с точки зрения управления там, любой, в принципе, реальностью. Нельзя сказать, что человек чего-то не сможет сделать. Вот из этой технологии, ясно достаточно. Кстати, это видно будет при процессах именно внедрения в практику, когда люди начинают познавать, они достаточно быстро, многие понимают просто сходу. А вообще реально, например, часто лекции читаю на уровне просто того, что вот, я бы сам хотел посмотреть в управлении. И, например, технологи, которые часто очень долго занимаются моими технологиями, они знают очень глубокие аспекты элементов управления, а я беру и говорю еще дальше. То есть на скорости глубокого понимания с точки зрения, может быть, там, следующих размышлений, там, текущих размышлений. Можно же мысли варьировать, можно на уровне глубины понимания, там, простоты действий. А я все-таки по возможности держу глубину, потому что реально вижу, что, например, не понимающих людей, именно в бесконечном развитии, там их вообще совершенно нет. Там, в бесконечном развитии все равно все понимают как бы, в какой-то усредненной форме, оставаясь, конечно, личностями совершенно независимыми. То есть там есть уровень личностного восприятия, но вот именно собственное понимание, оно отражает и всеобщую картину одновременно, и одновременно позволяет как бы усредненно всем управлять. И вот чтобы сохранить как бы именно индивидуально, что есть как бы, определенная гарантия тоже вечного развития, именно индивидуально развитый человек создает бесконечный мир развития. То есть нельзя, например, всех как бы определять к однотипному мышлению, к системности, а к какой-то одной. Все равно это невозможно сделать. Мысль будет развиваться по-разному. Методом именно развития вечного в данном случае является совокупно ориентированное действие, например, там, спасение всех. Там. Когда уже всех спасены, то есть точно известно, что катастрофы не может быть. Например, такой элемент, кстати, такой элемент достижим за не очень длительное время в цивилизации современной. Значит, когда мы такую систему уже реализовываем, то получается, что тогда спасать, да, казалось бы. Тогда уже речь идет о том, что мы не говорим, слово «спасать», например, не применяем с точки зрения, там, возможно, техногенных катастроф, их не будет, а применяем слово просто там, вечное развитие, обеспечение, например, вечного развития сейчас уже обеспечено, раз нет катастроф, и люди научились, например, себя в управлении такого вводить, что они живут вечно. Тогда что является вообще коллективной целью? То есть коллективной целью в этот момент является просто сама текущая жизнь. Она уже вечная, и вот всеобщая жизнь проявленная, это и есть коллективная цель. То есть настоящее время будущего. Да? Что, кстати, мы делаем все время сейчас. То есть текущая жизнь это и есть коллективная цель, если так можно сформулировать. Но это может быть необычный подход, взять то, что существует естественно, сделать целью. Значит, но тем не менее, если мы, например, делаем это целью, то мы приближаемся к будущему, получается. Значит, следующий метод управления вечным развитием – это ставить целью управления, коллективной целью, именно текущую жизнь. Потому что, во-первых, сказать, что жизнь не вечная, нельзя заведомо. Как я уже, вообще говоря, говорил раньше, часто достаточно в логическом уровне среди большого количества людей нельзя сказать, что все люди там попадают в уровень биологической деструкции. Потому что мы здесь даже не можем эксперимент соблюсти точно. То есть человек может сменить себе
паспортные данные там, и так далее, и так далее. И сказать, что он не живет вечно, тоже нельзя, например. А если есть хотя бы одна лазейка, говорит, что такого нет, значит мы можем считать, что действительно есть люди, которые живут постоянно. Ну, например, они меняют там свои координаты. Какие-то существуют, действительно, кстати, объективированные случаи по, значит, определенному там изотопному анализу людей, которые даже заявляли, там, что они живут чуть ли, там, по тысячам лет, у них действительно ногти были, значит, такого типа, скажем, которые при определенном анализе показывали, что да, они, соответственно, длительный возраст. То есть такие исторические какие-то фактологические случаи существуют, но я имею в виду не конкретную даже фактологию, значит, а вообще говоря, я имею в виду, что если, например, подойти научно, там, взять срез с ногтей, и они означают, например, по полураспаду каких-то элементов, что человек прожил там 500 или там 700 лет, это, ну, например, можно сказать, что это всегда можно сказать, что это некая ошибка там, да, научная. Значит, но если системно несколько случаев, уже нельзя сказать, таких случаев достаточно много. Они как спецматериалы существуют в некоторых системах управления, странах и так далее. Получается, что вот гарантировать, что все проходят через биологический распад нельзя, как бы механистически, да, скажем. Но опять же дело, опять же, не в этом конкретном только. А именно в том, что логически нельзя гарантировать. Именно логически, то есть логика нам позволяет здесь жить вечно, получается, потому что проследить за всеми людьми, может быть, они где-нибудь такие вообще на острове живут и все. Сказать, что он живет не вечно, тоже нельзя. То есть это как пример я привел. Следующий метод — использование логических факторов вероятностного для обеспечения вечной жизни. То есть, ну, некая проблема там, значит, ну, на море некая буря, да? Известно, что, во-первых, в основном все нормально. При современном транспорте, там, кораблях ничего не происходит с людьми. Но всегда использовать вероятностную модель, что все будет нормально. То есть это как метод управления. Действительно все становится нормально. То есть использовать любой ресурс, лишь бы обеспечивать именно вечной жизнь человека. И основной элемент преодоления, вот этот как бы, фактор коллективного сознания, люди пожилые, преодоление фактора именно вечного развития для них. Задача цивилизации очень быстрое осваивание и передача, фактически быстрая передача, в том числе технологий вечного развития для людей, ну, которые уже пожилые. И вот именно они, значит, ну, конечно, все уровни, да, населения, любой возраст здесь реализовывается. Но вот, чтобы преодолеть вот эту границу коллективного сознания, что люди живут вечно, и это есть начинающий некий развивающий закон развития цивилизации, как раз таки уметь быстро передавать знания тем категориям лиц, так скажем, да, которые это могут показать. Почему именно им? Потому что, значит, они больше нуждаются, во-первых, в помощи. Если, ну, какая-то критическая там, что ли, ситуация, тогда мы передаем быстро знания о вечном развитии, значит, человек должен выздороветь, да, например, если он болеет. Для него должна просто нормироваться ситуация. То есть, в принципе, это как бы общая практика управления, вот, которой мы занимаемся, да, в целом, по моему учению, с точки зрения макроспасения, например. То есть, вот я бы хотел детализировать то, что мы имеем в виду, что мы должны, ну, постоянно на скорости преодолевать некий порог в коллективном сознании, который бы, ну, в общем-то, подразумевал именно то, что вечная жизнь — это обычный уровень жизни, то есть это естественно, это обыденная жизнь. Вот этот порог, он должен быть доказуем. То есть люди должны уметь омолаживаться, ни в коем случае, конечно, ничего не должно происходить там, с детьми и так далее. Все возрастные категории должны быть в норме. И получается критерий один — все просто живут. Вот и все. То есть мы делаем одно коллективное управление на то, что не только там сейчас все живут, а вообще в будущем. Вот, в этом будущем, которое вы видите перед собой. Вот наложение этого будущего на свои там, личные события, то есть всеобщая, да, жизнь, постоянная, уровень постоянства жизни. Даже не то, что там детализация, а просто жизнь и все. То есть кроме жизни там ничего нет. Это создает вот как раз таки уже такой достаточно концентрированный метод управления, когда вы на уровне этого восприятия просто
уже действительно там вечно живете, никаких проблем у вас нет, и нужно просто периодически эту методологию применять. Она как прикладная методология достаточно хороша для решения, естественно, там, своих любых вопросов, потому что именно акцент на необходимости жить вечно придает некую специфику управлению, но зато делает управление более фундаментальным. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.